Экспорт нефти с побережья Мексиканского залива США в мае может достичь рекордного уровня в 5 миллионов баррелей в сутки, поскольку азиатские покупатели активно скупают партии из Атлантического бассейна, чтобы компенсировать сокращение поставок с Ближнего Востока. Объемы поставок нефти в апреле уже приближаются к 4,9 миллиона баррелей в сутки, исходя из текущих объемов отгрузки по сравнению с примерно 4 миллионами баррелей в сутки в марте. Ну, на всякий случай, когда США наращивают экспорт нефти, это большой успех. Когда Россия делает это, она сидит на нефтяной игре. Это небольшой успех. Это называется глобальное энергетическое доминирование. А в России нефтяная игла. И нефтяная игла, с нее надо аккуратненько слезть. И желательно вот слезть, отойти и отдать каким-нибудь уважаемым компаниям. Оптимальный вариант. Оптимальный вариант, там конечно. Надо гордиться. Здесь мы обязаны друг другу рассказывать, какие мы лапоники, только нефтью умеем торговать. Да, кстати, на секундочку. В очередной раз напомню, а где еще напоминать об этом? Россия занимает 2-е место в мире по объемам экспорта нефтепродуктов. 2-е место в мире. Да, на 1-м США. Тут, да. Правда, примерно 3 миллиона баррелей из того, что они экспортируют, это пропан, бутан и этан, но они это считают нефтепродуктами. В принципе, почему нет? Это можно считать нефтепродуктом. И, да. А мы там какое-то дизельное топливо, вакуумный газоль, какую-то ерунду полнейшую. Никому не надо, никому не интересно. Топливо. Которое тоже сейчас... Вообще никому не нужно. Вообще. Давайте, как обычно выглядит экспорт из Соединенных Штатов? Какой там уровень? Это мы взяли данные с сайта Управления энергетической информацией при Минэнерго США. Это данные по месяцам, это миллионы баррелей в сутки за, соответственно, годы. То есть 26-й год здесь указан январь, 3,9. Примерно на уровне января 2025 года, января 2024 года. Как-то в марте 2025 года было более 4 миллионов. А что случилось в этом марте, раз было меньше? Странно. У меня тут один вопрос. Где второй график? График импорта. Сейчас. Нет, я другой график. Точнее, другую табличку хочу показать. Давай. Так вот, в 2025 году Соединенные Штаты Америки достигли рекордного объема добычи нефти. Вот это, собственно говоря, добыча нефти. Среднегодовой показатель составил 3,6 миллиона баррелей в сутки. На 350 тысяч баррелей они нарастили. 3. Какой ужас. 13,6, конечно же. Оговорка. 13,6 по итогам прошлого года. Смотрим, что у нас происходит за первый квартал 2026 года. Значит, в январе 13,8 было. 13,8, так если округлить, 13,7, 13,7, а сейчас 13,6. А что случилось? А что происходит? А почему меньше добывается? Или так и должно быть? Наверное, так и должно быть. Детка плохо себя ведет. Это к чему? Рост экспорта и такая динамика добычи. А как они сочетаются? Сейчас. А давайте еще один график покажем. Прям 2,7 который. Это график того, как росла добыча и где она росла на территории Соединенных Штатов Америки. Собственно говоря, если присмотреться, мы заметим, что в основном растет добыча за счет одного бассейна. Одного. Пермского. Пермиан, который здесь. Сейчас на него приходится половина добычи в Соединенных Штатах. Это без учета, если я правильно понимаю, это без учета Аляски. Там 500 000 добывается, это не очень существенная величина в данном случае. А Пермский бассейн так и продолжит расти, как он рос последние лет 10? Или все-таки там замедление будет происходить? И важнейшее. Из стратегических запасов в Соединенных Штатах уже извлекли 2 миллиона баррелей. В 2025 году Соединенные Штаты импортировали в среднем 490 тысяч баррелей сырой нефти в сутки из стран Персидского залива. Смотрите, 2 миллиона баррелей стали уже извлечены из стратегических запасов государственных. Планируют дальше извлекать. И экспорт растет, а добыча не растет.
Ну, напомню, что это... по соглашению с ЕА извлекать предстоит 172 миллиона баррелей, чтобы мало никому не показалось. И при этом, конечно, говорить слова о том, какой плохой был Байден, какой я молодец. И у нас нефти, просто, знаете, нефти у Дональда Трампа, как у кота Матроскина, у дяди кота Матроскина, гуталина. У нас, говорит, этого гуталину, понимаете, да? То есть, когда вы видите вот эти выкрики со стороны Соединенных Штатов, да мы сейчас, да у нас этой нефти, да к нам все плывут, да? Государственные запасы распродаешь, да? А? Президент. Расхититель капиталистической собственности. Проклятый расхититель. Да. Эх, сейчас вот не хватает вот этой видеоцитаты. Ну да ладно. То есть мы с вами видим парадоксальную штуку. Говорят, будет экспорт расти. А за счет чего, если добыча не увеличивается? Может быть, внутреннее потребление будет снижаться? Так нет, вроде как бы предпосылок особо нет. А при этом вы начинаете распродавать стратегические запасы, и экспорт будет расти. А вот про импорт. А импорт в Соединенных Штатах составляет порядка 6 миллионов баррелей в сутки сырой нефти. То есть экспорт рекордный будет 5 миллионов, а импорт 6. То есть это что же? Штаты, у которых больше всех нефти на планете Земля, нетто-импортеры? Да, Соединенные Штаты нетто-импортеры сырой нефти. Потрясающее открытие. Об этом не говорят, не пишут. Если вы откроете любые СМИ, все, что касается нефтяного сектора Соединенных Штатов, мы самые большие в мире. Мы самые большие в мире, мы добываем больше всех, мы добываем больше всех. Ну, хорошо. А какую нефть вы добываете? Александр только что показывал график, где написаны всяческие слова. Пермиан, Иглфорд, Бакины там, и все, что угодно еще. Это сверхлегкая, низкосернистая, чрезвычайно низкосернистая нефть. Это нечто сродни газовому конденсату. При всем уважении к газовому конденсату, он в таких объемах далеко не всем нужен. Что характерно, в Соединенных Штатах он далеко не всем нужен. Поэтому они его экспортируют. Заводы на территории Соединенных Штатов такое количество легкой малосернистой нефти просто не требуется. Вот они ее экспортируют. А для того, чтобы НПЗ выпускали весь ассортимент нефтепродуктов, нужна, хотя бы средняя и среднесернистая нефть, например, марки Urals. Или, например, Iranian Heavy. Можно мазутик закупить. Тут... Вот Iranian Heavy я почему-то вспомнил. Не знаю почему. Случайно, наверное. Может быть, арбуз навеял. Не знаю. Мне кажется, это случайное какое-то совпадение. И выясняется, что импортировать приходится больше, потому что таковы производственные процессы на заводах. Другое дело, что реально растет экспорт нефтепродуктов. Потому что Европа, как-то закупает все больше и больше. И молодец просто. Просто молодец, потому что, если не покупать нефть из России, то, что делать? Будем закупать нефтепродукты из США. Не возиться с переработкой. Будем честны. Кстати, это тоже неплохо бы напомнить. 10% всего дизельного топлива, которое до 2022 года, даже до 2023 потреблялось в Европейском Союзе, это было дизельное топливо, произведенное на территории Российской Федерации. И Россия обеспечивала примерно половину всего импорта дизельного топлива на территории Европейского Союза. Так что мы не только сырую нефть поставляли, но и нефтепродукты. Это опять же, а то у нас мы только сырую нефть. Это говорят только про сырую нефть, потому что сырая нефть страшно всем интересна. А когда начинаешь, вакуумный газоль какой-нибудь скажешь, какой-нибудь нафта. Вот кто это, что это, куда это, зачем это? Хорошо, дизельное топливо, люди в курсе. 10% всего потребляемого дизельного топлива в Европе. Это было российское дизельное топливо. А по отдельным категориям в отдельных странах, например, в Великобритании, некоторые наши нефтепродукты составляли 18% от потребления. Но это ж никому не было интересно. Это никому. Интересно, а сейчас, на самом деле, святое место пусто не бывает. Пошли нефтепродукты из Индии, из Турции. Дизельное топливо просто из Турции. По статистике, 100% дизельного топлива, которое производится в Турецкой Республике, экспортируется в Европейский Союз. Очень удобно. Очень удобно. Кстати... На вопрос, а вы на чем ездите? Ответ уклончивый. Где-то берем. А мы, да ну его, да у нас пропан-бутан. А пропан-бутан вы откуда берете? Прекратите задавать глупые вопросы. Вам качество нашего дизельного топлива подходит? Подходит. Да. Покупайте. Ничем не отличается от российского по качеству. Такое же хорошее. И молчите.
Говорит, да, такое же хорошее. Да. Даешь больше графиков, богу графиков. Ну что ж, вы просили, мы делаем. Давайте цены посмотрим. А цены у нас как раз-таки на графике. Поэтому давайте следующий график, который 2.9. А это то, что происходит с ценами на нефть марки Brent, точнее... Нет, это не цены. С котировками фьючерсов на месяц вперед. На июнь месяц. Да. Это вот такие вот колебания. Да, если что, 95 примерно долларов, если плохо видно на этом графике, 95 долларов все еще стоит вот этот фьючерс на нефть марки Brent, но есть мнение, что в понедельник, то есть завтра, произойдут некоторые изменения, потому что... Мировые биржи в субботу и воскресенье отмечают День советской космонавтики. Молодцы. Им не до того. День космонавтики отмечают. Очень хорошо. Давайте сразу цитату следующую. А то тут делегация США, говорят, возвращаются на родину, не достигнув сделки с Ираном. Иран не захотел принимать условия Соединенных Штатов, которые были предложены на трехсторонних переговорах в Исламабаде. Американская делегация возвращается домой, не придя к соглашению, заявил вице-президент США Джей Ди Венс. По его словам, американская сторона очень четко обозначила, где проходят красные линии, на что США готовы пойти, а на что нет. Политик добавил, что Соединенные Штаты передали Ирану свои последние мирные предложения. Теперь решение за Тегераном. Мины, говорите, да? Просто потому, что мины они не могут найти. Да? Ну да. Наверное, потому что мины не могут найти. Может же врать Нью-Йорк Таймс. Нет. А врут не в Нью-Йорк Таймс. Врут источники, хорошо знакомые с разведывательной информацией. Это, подозреваю, те же источники, которые сообщали CNN, что доминируют. А теперь найти мины не могут. Я вообще страшно скажу, вот тут одна страна свои мины как-то вот потеряла, так они до сих пор то в Турцию приплывают, то еще какую-нибудь страну Европейского Союза. Вот так это бывает, когда их теряют. Ну, и на всякий случай, когда действительно была война танкеров во время Ирано-Иракской войны, окончательное разминирование Персидского залива состоялось в начале этого века. Война, напомню, в 80-е шла. Это если мины реально есть, то искать их придется долго. Ну, можно попросить американский флот зайти. Знаете как, а мог бы ты, говорит жена мужу, анекдот почему-то вспомнился, не знаю почему. Жена мужу говорит, мог бы ты без тапочек походить? Говорит, да, мог бы, а что случилось? Да я кнопки тут где-то потеряла. Вот, американский флот, ты заходи в пролив, туда-сюда поплавай. О, так вот мина, ах, елки-палки, эх, мы... растяпы, потеряли, вот. В общем... Это про блокаду, которую Соединенные Штаты собираются устроить. А они на каком расстоянии собираются это делать? Ну, блокировать суда эти, которые будут выходить. Кстати, у меня такой момент, вот сразу почему-то хочется спросить, а нефть на этих судах, она будет чья? Ну, просто вдруг они будут топить или там захватывать суда с китайской нефтью. А вдруг Китай будет против? Ну, не чисто очень. теоретически. Он будет доволен, но не очень. Но не очень. Да, хорошо. Слегка. А если с индийской нефтью? Индийцы скажут, ай, ладно. И... У нас это нефть. Да, у нас Россия вот сейчас привезет. Ну, то есть, это угроза сама по себе очень странная. Ну, это, на а мой то взгляд, вдруг прачечная какая уже просто отчаяние, потому что не реагирует иранцы на твои угрозы. Давай я что-нибудь придумаю. Я тоже буду блокировать. Ну, хорошо. А что должен сказать весь мир, который покупает нефть из Персидского залива? Как здорово. Теперь ее дважды заблокировали. Вот счастье настало. Ну, прачечная горела на каком-то из американских этих корабликов. В тяжелом бою с прачечной линкор одержал победу. Но не сразу. Нет, там, по-моему, авианосец был, не линкор. Да. Это еще в бой кухня не пошла. Да. Не, ну мы помним, какой-то фильм был со Стивеном Сигалом, по-моему, гражданином Российской Федерации, насколько я помню, где он там на линкоре Миссури всякое вытворял. Как раз-таки кухня пошла. Камбус. По-флотски это называется камбус. Да, вот. А он был, как у нас этот, повар. Он не повар, он кок. В общем, дорогие друзья, это выглядит... Прачечную авианосец победить смог. Не сразу. Было непросто.
Тут, если отбросить это вполне, я думаю, закономерное ерничание по поводу заявления Трампа, мы, видимо, должны ожидать скачка нефтяных котировок завтра. Просто газовые котировки, например, особо не изменились, особенно на некоторых рынках. Да, там были снижения на северном рынке Европы, а вот, скажем, на рынке юга Европы, который потребляет больше сжиженного природного газа, цены остались на прежнем уровне. Может, потому что газа больше не стало? Посмотрим, что покажут торги фьючерсами, но вряд ли что-то веселое будет, потому что Нетаньяху отменил переговоры, отменил перемирие, он молодец, он так решил. Можете полистать, выяснить, почему сорваны, собственно говоря, переговоры. И еще один момент. Наблюдение за фьючерсами, конечно, очень полезно, даже душещипательно, но это действительно торги фьючерсами на июнь месяц. Торги рисками, надеждами избавиться от рисков, рисками потерять надежды и так далее, и так далее. А вот реальная нефть спотовая, то есть вот у меня есть деньги, можешь привезти нефть? Да, могу, вези. Договорились о цене. Она на бирже не выходит, получают информацию методом телефонного опроса рейтинговые агентства. Вот они оценивают сейчас от 130 до 140 бочку нефти. Не, можно за 120 найти. Ну, чего уж пугать? Да за 120 можно найти. Смотря где искать, правда. Ну, и смотря когда искать. Да. После возникновения двойной блокады. Нет, если возникнет двойная блокада, я думаю, мы третью тему про российского потребителя и внешний ценовой шок поговорим, наверное, в следующий раз. А пока, я думаю, договорим про блокаду. Просто если будет действительно введена блокада, то, значит, еще минус 2 миллиона баррелей в сутки с мирового рынка. И притом это 2 миллиона баррелей в сутки, которые шли в Китай. Ну, теперь уже и в Индию. Индия впервые за долгие-долгие годы купила иранскую нефть. Там совсем мало. А тут непрерывный поток, который шел напрямую практически в Китай. Хорошо, не 2, 1,5. Я согласен, мы можем сократить эти оценки. 1,5 миллиона баррелей в сутки. То есть к тем, по разным оценкам, от 8 до 12 миллионов, которые уже не хватает, будет еще, 1,5. То есть в любом случае среднее значение где-то минус 10 миллионов баррелей в сутки. Соединенные Штаты вбрасывают по миллиону, из своих стратегических резервов. То есть они собираются заблокировать объем, который то ли в 1,5, то ли в 2 раза больше того, что они вбрасывают на рынок из своих стратегических резервов, чтобы парировать возникающие риски, связанные с дефицитом. Умно. Ну, я напомню, что были тревожные новости из Саудовской Аравии. Поврежден магистральный нефтепровод Восток-Запад. Объявленные потери где-то 0,7 миллиона баррелей в сутки, что-то случилось с насосной станцией. Так что вот они, минусы, продолжают накапливаться, но, с другой стороны, они должны были быть компенсированы плюсом со стороны Ирака, который был объявлен для Ирана дружественной страной, и должен был быть открыт Ормуз. Ну вот что теперь? Просто Ирак может через Ормузский пролив, вот если его танкеры пропускают, 15 судов проходит, 13 плюс 2, вот 2 судна будет иракским. Пусть супертанкеры, 4 миллиона баррелей в сутки будут проходить. Вряд ли. Допустим, будут. Скорее 2, я добрый, пусть 4. Хорошо. Значит, дефицит будет всего лишь, где-то 8 миллионов баррелей в сутки, 6. Опять же, 10, которые мы тут озвучили, это такое, скромная оценка с учетом всех выбывающих объемов. А тут получается, что, где-то 8 миллионов в минусе. А чем их парировать? Все будет ясно в понедельник, потому что сорванные переговоры могут означать и возобновление боевых действий со всеми вытекающими. Иран всех предупредил, что будет. Так что, дорогие друзья, вот как-то так складывается ситуация. Про влияние на Россию поговорим в следующий раз. Если что, давайте сразу, как это говорится, заспойлерим. Минимальное влияние будет на внутренние цены, потому что большая часть цен на российском рынке регулируется государством для конечного потребителя. Так вот, а по части продуктов у нас запрет на экспорт введен, включая даже удобрения. Да. Но удобрение временное, это ежегодно возникает. Есть норматив, который производители обязаны выполнить. России нужно азотное удобрение, нужны калийные удобрения. Рассчитывает Минсельхоз, сколько должно остаться, остальное можно вывозить. Но сначала рассчитайся со спросом внутри России. Что сейчас происходит?
У нас посевная, нам удобрения нужны на полях, а не на заводе, так что тащите все на место. А потом делайте, что хотите. Ну и в завершение зачитаю, тут нам пришел комментарий. Трампу удалось невероятное – помирить Иран с Ираком. Ну, видите, он может себе поставить... Я 9-й конфликт загасил. Вот какой я молодец. У него много достижений. Он заменил Хаменеи на Хаменеи. Он помирил Иран с Ираком. Он добился того, что блокирован Ормузский пролив, который не был блокирован, пока не было убедительных 37 побед над Ираном. В Иране пересчитали, сколько раз их победили? 37 раз.